Всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Меня зовут Любовь, и в этом видео я вам предлагаю связать шаль крючком из пряжи Flowers Alpaca. А если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Flowers Alpaca от фабрики Yarn Art в составе имеет 20% альпаки и 80% акрила. Вес мотка 250 грамм, длина 940 метров. И номер цвета данной пряжи 412. Шаль я вязала крючком номер 3,5. Схема для шали очень простая, легко запоминается. Вам не понадобится схема, потому что раппорт данного узора состоит всего из двух рядов. И уже после первого раппорта вы запомните, как ее вязать. Не знаю, как правильно называется этот узор, мне он напоминает крылья бабочки. Тонкая шерсть в составе согреет вас холодным вечером, а также шаль хорошо драпируется, можно носить как бактус. Таким узором можно связать шаль в двух вариантах. Первый вариант от центра шали, когда у нас имеется центральная линия, и второй вариант от угла шали. В разных вариантах узор будет смотреться по-разному. Вот так выглядит узор, если вязать от центра шали. И вот так смотрится узор, если вязать от уголочка. Я вязала шаль первым вариантом с центральной линией, и моя шаль получилась небольшого размера. Размах крыльев 150 см и высота центральной линии 70 см. И если вязать от уголочка таким узором, то, возможно, размер шали с одного такого моточка будет больше. А какой из вариантов вам понравился больше? Напишите мне об этом в комментариях. Итак, если вам интересно, как вязать такую шаль, тогда ставьте лайк этому видео, и мы начинаем. Итак, мы начинаем вязать шаль, и первый вариант, который я вам покажу, мы будем вязать от центра шали. Делаем первую рабочую петельку на крючок удобным для вас способом и набираем 4 петли. Первая, вторая, третья и четвертая. Дальше вставляем крючок в самую первую петельку и провязываем соединительный столбик. Дальше провязываем 3 воздушные петли. Они дают нам один столбик с одним накидом. Дальше в центр круга провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Делаем 2 воздушные петли и сюда же в этот же центр провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Мы провязали правую половину шали, теперь вяжем левую. Делаем 2 воздушные петли. Сюда же в этот же центр круга провязываем опять 3 столбика с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли и еще раз в центр круга провязываем 3 столбика с одним накидом. И мы провязали первый ряд. Дальше мы разворачиваем вязание и начинаем вязать второй ряд. Провязываем 3 воздушные петли. И вот сюда, вот в эту арку между 3 столбиками с одним накидом предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом.
2 воздушные петли. И сюда в эту же арочку провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Итак, с правой стороны мы всегда будем вязать вот в эту самую первую арочку 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Дальше провязываем 3 воздушные петли. Дальше в центральную арочку, это у нас следующая арочка, также между 3 столбиками с одним накидом в предыдущем ряду провязываем то же самое. 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И сюда же 3 столбика с одним накидом. То есть центральную арочку мы также будем вязать этот элемент. Дальше провязываем 3 воздушные петли. И с левой стороны в последнюю арочку провязываем тот же самый элемент. 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом. Мы провязали второй ряд, и вот у нас формируется правая дорожка, центральная дорожка и левая дорожка. То есть мы всегда на протяжении всего вязания в самую первую арочку будем провязывать 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. В центральную арочку будем провязывать тот же самый элемент. И этот же элемент мы будем провязывать в последнюю арочку. Здесь у нас будет формироваться дорожка с левой стороны. И далее мы вяжем третий ряд. Именно с третьего ряда у нас начинается раппорт данного рисунка. Итак, провязываем 3 воздушные петли. Как я уже сказала, в самую первую арочку провязываем наш элемент, который мы будем вязать на протяжении всего вязания. Это 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И сюда же в эту же арочку 3 столбика с одним накидом. Дальше, после этого элемента мы всегда будем провязывать 3 воздушные петли. И далее, в предыдущем ряду мы вязали 3 воздушные петли. Вот сюда, вот в эту арочку мы провязываем такой элемент. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И сюда же, в эту же арочку, столбик с одним накидом. Мы сформировали вот такую вот галочку. Дальше у нас опять 3 воздушные петли. Центральную арочку мы уже знаем, что провязывать. Это 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом. Дальше. Перед центральной аркой мы всегда будем провязывать 3 воздушные петли. И после центральной арки всегда провязываем 3 воздушные петли. Дальше с левой стороны мы также формируем галочку. Вот сюда вот в арку под воздушные петли мы провязываем такой элемент. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. Дальше у нас 3 воздушные петли. И заканчиваем мы ряд, провязываем левую дорожку уже знакомым нам элементом. И мы провязали третий ряд. И мы продолжаем вязать четвертый ряд, и это будет второй ряд раппорта данного рисунка. Еще раз напомню, что рисунок у нас состоит всего из 2 рядов. Первый ряд мы с вами вот уже провязали, это у нас был третий. И теперь провязываем второй ряд данного рисунка. В начале ряда у нас ничего не меняется, 3 воздушные петли.
3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 3 столбика с одним накидом. Дальше всегда после этого элемента мы провязываем 3 воздушные петли. И теперь в предыдущем ряду, где мы вязали галочку, галочка у нас состоит из правого столбика с одним накидом. Дальше у нас идут 3 воздушные петли и с левой стороны столбик с одним накидом. Итак, сначала мы захватываем правый столбик в предыдущем ряду. Вот таким вот образом можно вот так вот перехватить и провязываем такой элемент. Сделали накид на крючок, захватили столбик, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Стараемся петли вытягивать на одинаковую высоту. Итак, вытянули раз, делаем накид. Опять заводим крючок сюда же, под этот же столбик. Вытянули 2, накид. Вытянули 3, накид. Вытянули 4, накид. И еще раз вытянули 5. Хорошенько все петельки вот так выравниваем. Дальше, если вы держите крючок так же, как я, то мне удобнее перехватить руку вот так вот сверху. И дальше мы смотрим, вот у нас первая петелька и вторая петелька. Захватываем рабочую нить и продеваем через эти первые 2 петли. Дальше, вот у нас петля на крючке. Отсчитываем следующие 2. Первая, вторая. Теперь продеваем через эти все 3 петли. Продели. Дальше отсчитываем еще следующие 2 петли. Первая, вторая. Провязываем все эти 3 петельки вместе. Дальше опять отсчитываем 2 петли. Лишнее вот так вот пальчиком убираем. И провязываем еще 3 петли. Дальше у нас остается 1, 2. Провязываем вот эту последнюю петельку, убираем пальчиком. Провязываем сначала эти 3 петли. У нас остается на крючке 2 петли. Провязываем их вместе. И мы провязали правую часть крылышка, будем называть это так. Дальше делаем накид. Теперь под воздушные петли, вот сюда вот в арочку, вставляем крючок и провязываем 3 столбика с одним накидом. 2, 3, 1 воздушная петля. И сюда же, в эту же арочку, под воздушные петли, провязываем еще 3 столбика с одним накидом. Дальше делаем накид и захватываем теперь левый столбик в предыдущем ряду. Захватываем вот так вот снизу. Также можно вот так вот перехватить. И проделываем все то же самое. Вытянули 1, накид. Вытянули 2, накид. 3, накид. 4, накид. И 5. Все петельки вот так вот подтянули, расправили. Попробуйте перехватить руку. Можно вязать так, не перехватывая руку, но тогда неудобно будет отсчитывать петельки. Мне удобнее вязать так, то есть я перехватила вот так сверху руку, отсчитала нужное количество петель на крючке, первая, вторая, провязала сначала первые 2. Дальше отсчитываю следующие 2. Лишние петельки вот так вот пальчиком отодвигаю, чтобы мне знать, что нужно провязать. Провязываю 3 петли. Дальше опять 2 отодвигаю, провязываю 3 петли. Еще раз 2 отодвигаю, провязываю 3. И еще раз 3.
И в конце у нас остается 2 петельки, провязываем их вместе. И мы провязали крылышко с левой стороны. Дальше у нас перед центральной арочкой всегда 3 воздушные петли. И в центральную арочку мы уже знаем, какой вязать элемент. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Дальше, после центральной арочки мы всегда будем вязать 3 воздушные петли. И теперь переходим к нашему элементу, который мы вязали в предыдущем ряду. Я назвала его галочка, то есть вот он. Захватываем сначала правый столбик, снизу подхватили, лишнее можно убрать и вытягиваем. Раз, накид, 2, накид, 3, 4 и 5. И провязываем первые 2 петельки раз, следующие 2 петли 2, следующие 2 петельки 3, еще 2 петли 4, еще раз 5 и в конце 2 петли 6. Провязали правую часть. Дальше ее вот так вот раскрываем. В арочку под воздушные петли провязываем 3 столбика с одним накидом. 1 воздушная петля и сюда же в арочку 3 столбика с одним накидом. Дальше делаем накид и захватываем столбик с одним накидом с левой стороны. Также вот так можно лишнее убрать и вытягиваем. Раз, 2, 3, 4 и 5. Первая, вторая провязали. Дальше следующая, первая, вторая провязали. Еще раз, первая, вторая провязали. Еще раз 2, 2 и 2. Делаем 3 воздушные петли и заканчиваем ряд уже знакомым нам элементом. Дальше мы будем повторять только 3-й и 4-й ряд. Давайте еще один раппорт провяжем вместе. Разворачиваем вязание. В начале ряда 3 воздушные петли. В правую дорожку провязываем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Всегда после дорожки мы провязываем 3 воздушные петли. И дальше под воздушные петли предыдущего ряда мы формируем элемент, который я назвала галочка. Провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. В следующем ряду в эту галочку мы будем вязать наши крылышки. Дальше у нас опять 3 воздушные петли. И там, где мы вязали 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом, вот сюда вот под воздушную петельку провязываем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. И дальше в арочку под воздушные петли формируем галочку. Столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Перед арочкой у нас всегда будет 3 воздушные петли. Центральную арку провязываем знакомый нам элемент. После центральной арочки у нас тоже 3 воздушные петли.
И под арку предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Провязали галочку. Дальше 3 воздушные петли, столбик без накида под воздушную петлю предыдущего ряда, 3 воздушные петли и сюда опять формируем галочку. В конце ряда у нас тоже 3 воздушные петли и уже в левую дорожку провязываем знакомый нам элемент. То есть в следующем ряду у нас уже будет 2 крылышка. Здесь у нас одно, дальше 2, 3, 4, 5. То есть с каждым рядом количество этих крылышек будет увеличиваться. И провязываем второй ряд данного раппорта. В начале ряда 3 воздушные петли, в арку провязываем знакомый нам элемент. После дорожки сразу 3 воздушные петли. И вот у нас первая галочка. Провязываем сначала правую часть крылышка, захватываем правый столбик с одним накидом, перехватываем вот так и вытягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем сначала 2, следующие 2 отсчитываю. 1, 2. Провязываю следующий. 1, 2. Провязываем еще 1, 2. Провязываем и 1, 2. Провязываем. Провязали с правой стороны. Дальше в арочку по центру провязываем 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же 3 столбика с одним накидом. Теперь захватываем столбик, который с левой стороны, и вытягиваем. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем крылышки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Провязали первый элемент в этом ряду, и дальше мы переходим сразу же ко второму элементу. Захватываем сначала правый столбик, провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем крылышко. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Центральную арочку провязываем 3 столбика с одним накидом, 2, 3, 1 воздушная петля и еще раз 3 столбика с одним накидом. И теперь с левой стороны формируем крылышко, захватываем левый столбик и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вывязываем само крылышко. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше перед центральной арочкой у нас всегда будет 3 воздушные петли. В центральную арку мы уже знаем, что вязать.
После центральной дорожки у нас всегда будет 3 воздушные петли. И мы теперь провязываем левую сторону все точно так же. Переходим к нашей первой галочке с левой стороны, захватываем правый столбик и провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Теперь провязываем крылышки 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Центральную арочку провязываем 3 столбика с одним накидом, 1 воздушная петля и сюда же 3 столбика с одним накидом. Теперь провязываем крылышко с левой стороны. И сразу же между этими элементами мы ничего не вяжем, делаем накид и переходим сразу ко второму элементу, ко второй нашей галочке в этом ряду. Захватываем правый столбик и начинаем вывязывать правое крылышко. Дальше провязываем центр. И теперь провязываем левое крылышко, захватываем левый столбик и вывязываем 3, 4, 5. В конце ряда провязываем 3 воздушные петли и дорожку уже мы знаем, как вязать. Довязываем ряд до конца. И в этом ряду у нас уже получилось по 2 крылышка с каждой стороны. Будем чередовать только эти 2 ряда. В первом ряду мы формируем так называемую галочку, во втором ряду провязываем крылышки. И будем вязать только эти 2 ряда, пока не свяжем всю шаль. Итак, в следующем ряду мы продолжаем вязать дорожку. Провязываем 3 воздушные петли. Под арочку из 3 воздушных петель мы формируем галочку. Это столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. Дальше после галочки провязываем 3 воздушные петли. Вот сюда вот между 3 столбиков с накидом под одну воздушную петлю предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Дальше вяжем 3 воздушные петли. Дальше следующую галочку мы формируем между этих 2 элементов. То есть вот прям вот сюда вот посередине заводим крючок и провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Дальше у нас опять 3 воздушные петли, столбик без накида под воздушную петлю и еще раз 3 воздушные петли и еще одна галочка. В этом ряду их уже будет 3, в предыдущем ряду их было 2, в этом ряду их должно уже быть 3. То есть с каждым рядом количество галочек будет увеличиваться на 1. Сюда вот перед центральной дорожкой провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом. Дальше все повторяем. С левой стороны мы тоже все повторяем, формируем 3 галочки. Вот сюда вот после центральной дорожки. Дальше между элементами галочка и в конце вот здесь вот под воздушные петли тоже у нас будет галочка. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Дальше в получившиеся вот эти вот галочки в следующем ряду мы будем провязывать наши крылышки. Их будет по 3 штуки с каждой стороны. Надеюсь, вам все понятно. То есть мы чередуем только эти 2 ряда. Первый ряд раппорта мы формируем вот такие вот галочки. Второй ряд раппорта провязываем вот такие вот крылышки. И вяжем до нужного вам размера.
И еще один вариант шали, когда мы не вяжем левую сторону, то есть у нас идет рисунок от уголочка. То есть шаль у нас будет смотреться вот таким образом. У нас будет только левая и правая сторона дорожек, и у нас будут формироваться вот такие вот крылышки. Провязываем все то же самое, то есть формируем дорожку с правой стороны. У нас не будет здесь центральной дорожки, здесь мы провязываем крылышки, и у нас будет левая дорожка. Вот таким образом. То есть есть два варианта. Либо мы вяжем с центральной линией, и рисунок у нас будет смотреться вот так. Либо мы вяжем от уголочка, и рисунок у нас будет смотреться вот так. В начале ряда нужно будет провязать также 4 воздушные петли. В это колечко провязать 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. И дальше в эти арочки уже формировать дорожки. В следующем ряду мы провяжем сюда уже знакомый нам элемент, потом провяжем 3 воздушные петли и повторим дорожку с левой стороны. И уже с третьего ряда начнем формировать галочки. То есть уже в третьем ряду мы провяжем одну галочку, и в четвертом ряду провяжем наше первое крылышко. Дальше опять то же самое. Пятый ряд формируем галочки, шестой ряд провязываем крылышки. Посмотрите, какой из этих двух вариантов вам понравится больше, такой и вяжите. Я очень надеюсь, что вам было все понятно и у вас не возникнет никаких трудностей. Но если вдруг возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях, я с удовольствием на них отвечу. Если мастер-класс оказался для вас полезным, ставьте лайк, пишите комментарий. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!